Фермер был крайне удивлен, когда однажды обнаружил на территории своего хозяйства несколько беспомощных брошенных котят. Мужчина сжалился над ними и решил забрать малышей домой, но он даже представить не мог, что спустя время эти беззащитные существа окажутся вовсе не обычными кошками. Николай жил в отдаленной степной местности Казахстана и занимался фермерством так же, как когда-то его отец. С раннего утра до позднего вечера он трудился на земле, и эта работа приносила ему настоящее удовлетворение. У него было небольшое стадо овец и несколько лошадей, которые днем паслись на просторах степи, а вечером возвращались в просторный загон рядом с домом. Однажды ранним утром Николай отправился в сарай, чтобы подготовить корм и взять инструменты для работы. Подойдя к дальнему углу, он вдруг резко остановился, едва не выронив из рук вилы, потому что прямо перед ним, на куче сена, лежали несколько пушистых детенышей. Они были заметно крупнее обычных домашних котят, и мужчина поймал себя на мысли, что никогда раньше не видел животных, похожих на них. Николай осторожно протянул руку, желая получше рассмотреть малышей, но те внезапно ощетинились, зашипели и зарычали, явно не желая подпускать к себе человека. Фермер огляделся по сторонам, пытаясь найти их мать, но вокруг никого не было. Учитывая, что ближайшие соседи находились далеко, было маловероятно, что кто-то подбросил этих детенышей. Появление странных малышей оставалось загадкой, но сейчас куда важнее было решить, как им помочь. Николай принес немного мяса и осторожно положил его перед котятами. Однако те лишь понюхали еду и отвернулись. Видимо, несмотря на свои размеры, они еще не могли есть твердую пищу. Понимая, что без помощи они не выживут, фермер надел плотные перчатки, аккуратно собрал шипящих малышей в большую деревянную коробку и перенес их в дом. Там он выделил для них небольшую комнату, постелил на полу старые одеяла и устроил им теплое место. Николай старался не тревожить животных лишний раз, так как его присутствие все еще вызывало у них страх. Оставался вопрос с кормлением. Тогда он подогрел молоко, налил его в миску и поставил перед детенышами. К его облегчению малыши сначала осторожно принюхались, а затем начали жадно пить. С этого момента Николай понял, что у них есть шанс выжить. Прошло несколько дней, и котята начали осваиваться в новом доме. Они стали играть, гоняться друг за другом и исследовать комнату. Фермер несколько раз в день навещал их, приносил еду и убирал за ними. Постепенно страх у животных начал проходить, и через пару недель они уже позволяли человеку подходить гораздо ближе. Тем не менее, Николай все больше убеждался, что перед ним не обычные кошки, а какие-то дикие звери. Со временем малыши начали есть мясо, и фермер стал добавлять его в их рацион. Иногда он оставлял дверь открытой, позволяя им выходить во двор. Детеныши с удовольствием бегали по территории, но спустя некоторое время всегда возвращались обратно, словно считали дом своим убежищем. Николай заметил, что они начали ловить мышей, и их охотничьи инстинкты проявлялись все сильнее. При этом животные не были ласковыми, как домашние кошки. Они держались независимо и даже гордо, словно настоящие хищники. Несмотря на это, они были невероятно красивыми и энергичными, и фермер подолгу наблюдал за их играми. Со временем их шерсть стала густой и плотной, а внешний вид все больше отличался от обычных котов. Николай привык к своим необычным питомцам и даже дал им клички, на которые они постепенно начали откликаться. Прошло несколько месяцев, и детеныши значительно выросли, став сильными и самостоятельными. Они помогали фермеру избавляться от грызунов и иногда даже позволяли ему гладить себя, хотя по-прежнему сохраняли свою независимость.
Однажды у Николая заболела одна из лошадей, и ему пришлось вызвать ветеринара. Осмотрев животное и назначив лечение, специалист заметил необычных кошек, которые играли неподалеку. Он подошел ближе, чтобы рассмотреть их, но те, как обычно, испугались и спрятались. Однако ветеринар успел внимательно их разглядеть и удивленно спросил, откуда у Николая такие животные. Фермер рассказал, как нашел их в сарае и вырастил. Услышав это, ветеринар улыбнулся и сообщил неожиданную новость. Оказалось, что все это время Николай заботился не о домашних кошках, а о редких диких хищниках, степных манулах, которые внешне напоминают обычных котов, но являются совершенно другим видом. Эти животные крайне редко попадаются людям на глаза и прекрасно маскируются в природе. Более того, их численность в мире стремительно сокращается, и они находятся под угрозой исчезновения. Скорее всего, малыши остались без матери и нашли укрытие в сарае. Возможно, их мать погибла от рук браконьеров. Услышав это, Николай был одновременно поражен и рад, что смог помочь таким редким животным. Вместе с ветеринаром он связался с природоохранной службой и сообщил о своей находке. Специалисты прибыли на место и осмотрели подросших манулов. Убедившись, что животные здоровы и готовы к жизни в дикой природе, они приняли решение вернуть их в естественную среду обитания. Через некоторое время манулов выпустили в степь, где они могли продолжить свою жизнь и внести вклад в сохранение своего вида. Николай долго смотрел им вслед, понимая, что сделал нечто действительно важное, спасая тех, кого почти невозможно встретить в дикой природе.